Всем привет! В этом видео мы свяжем штанишки к этой кофточке. Нам понадобится та же пряжа, которой мы вязали кофточку. Вязать мы будем на чулочных спицах номером 2 и 2,5. Также понадобится крючок 2,5 и ножницы. Для начала давайте наберем 80 петель на спицы, которые номер 2, по 20 петель на каждую. Я буду набирать пряжей серого цвета. Итак, после того, как набрали 80 петель, нам нужно связать 7 рядов резинкой 1 на 1, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом провязываем 7 рядов. Это мы с вами вяжем нашу резиночку. Провяжите этих 7 рядов самостоятельно. Итак, провязала я 7 рядов резиночкой 1 на 1. Серую нить я отрезаю, она нам пока больше не нужна. Также я перехожу на спицу номер 2,5, присоединяю нить кораллового цвета. И следующий ряд нам нужно провязать все петли лицевые. Провяжите этот ряд самостоятельно, просто все петли лицевые. Восьмой ряд провязан. В 9 ряду мы будем формировать дырочки под шнурок. Делаем накид, придерживаем его, вяжем 2 вместе лицевой. И опять делаем накид, 2 вместе лицевой. Опять накид, 2 вместе лицевой. И так вяжем до конца ряда. Накид, 2 вместе лицевой. Накид, 2 вместе лицевой. Накид, 2 вместе лицевой. Провяжите так до конца ряда. 10 ряд мы вяжем все лицевые. Накиды провязываем, как они лежат, то есть вот за эту переднюю стеночку. Таким образом у нас образовываются дырочки под шнурок. Вяжем 10 ряд, все петли лицевые. Итак, ряд провязан, дырочки под шнурок готовы. Дальше нам нужно провязать 22 ряда лицевой гладью. То есть все 22 ряда мы будем вязать лицевыми петлями. Давайте свяжем их самостоятельно, этих 22 ряда, и начнем вывязывать сами штанины. 22 ряда лицевыми петлями. Итак, провязала я 22 ряда лицевыми петлями. У меня это получилось 8,5 сантиметров. Далее делим наше вязание на 2 части и будем вязать поворотными рядами. Сначала на 1 и 2 спицы, затем на 3 и 4. В этом ряду нам нужно сделать одну прибавку. Это для узора. Также у нас будут теперь кромочные петли, так как мы будем вязать поворотными рядами. Первую мы будем всегда снимать, а на 2 спице последнюю провязывать изнаночной. В этом ряду я ее сначала провяжу. Далее сделаем одну прибавку здесь, так будет менее заметно.
Сначала вяжем за переднюю стенку петли, петлю не снимаем, а затем за заднюю. Все. И дальше вяжем лицевыми петлями на первой и второй спице. В конце второй спицы последнюю провяжите изнаночной, так как она у нас теперь кромочная. Довязала я лицевой ряд, и как видите, я пересняла все на одну спицу. Эти мы пока не трогаем. Дальше разворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд. Вяжем, конечно, изнаночными петлями. Кромочную снимаем и вяжем изнаночными до конца ряда. Итак, изнаночный ряд провязан. Теперь нам нужно провязать 4 ряда лицевой гладью. То есть лицевой ряд, изнаночный, лицевой, изнаночный. Не забывайте, первую кромочную снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Ну что ж, 4 ряда у меня провязаны. Теперь присоединяю серую нить, коралловую не обрезаем. Первую кромочную провяжу, чтобы ввести цвет в изделие. И провяжем с вами также 4 ряда лицевой гладью, но уже нитью серого цвета. Давайте провяжем 4 ряда лицевой гладью. Итак, 4 ряда серой пряжи я провязала. Теперь начнем вывязывать наш узор. Я беру нить кораллового цвета, провяжу кромочную, чтобы ввести цвет. И дальше вяжем 3 лицевых, 2, 3. Следующую петлю снимаем, нить за работой. И опять 3 лицевых. Следующую петлю снимаем, нить за работой. И так вяжем до конца ряда. В конце у нас должно остаться 3 лицевых, 1 кромочная. 3 лицевых, 1 снимаем, нить за работой. Изнаночный ряд. Кромочную снимаем, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Четвертую петлю снимаем, нить перед работой. То есть серые петли мы будем также снимать, но нить будет перед работой. 3 изнаночных. Четвертую снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. В конце должно остаться 3 изнаночных плюс кромочная. Итак, следующий лицевой ряд. Поднимаем нить серого цвета. Где она у меня? Кромочную я также провяжу. Что ж такое? Дальше начинаем вязать с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Весь ряд будем вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Но хочу обратить внимание, что вот эта снятая петля у меня на серой, она всегда должна провязываться лицевой. И опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Следующий изнаночный ряд вяжем все петли изнаночные. В следующем ряду мы будем смещать наш узор. Поднимаем нить кораллового цвета.
Вяжем 1 лицевая, 1 петлю снимаем, нить за работой, а дальше уже 3 лицевых, 2, 3, петлю снимаем, нить за работой, и так до конца ряда. В конце ряда должна остаться 1 лицевая. Следующий ряд изнаночный, кромочную снимаем, 1 изнаночная, серую петлю снимаем, нить перед работой. А теперь 3 изнаночных, 4 снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. Так, довязала я этот ряд. Здесь коралловую нить уже можно обрезать. И следующий ряд вяжем лицевой серой нитью. Кромочную провяжу. И так как серая петля у нас должна провязываться лицевой, значит, первую петлю мы провяжем изнаночной. И весь ряд будем вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Изнаночный ряд провяжите все петли изнаночные. Итак, я довязала узор. Вот так вот он у нас выглядит. Итак, сейчас нам нужно провязать серой пряжей, так же как в начале, 4 ряда лицевой гладью. И затем закроем петли. Провяжите 4 ряда лицевой гладью. Я провязала 4 ряда еще с серой пряжей. Теперь возьму крючок номер 3 и буду закрывать петли. Давайте закроем петли до конца. Так, ну что ж, одна наша штанина готова. Мы ее довязали, закрыли петли. Сейчас присоединим нить к этим спицам и свяжем точно так же, как первую штанину. Единственное, я когда завершу здесь узор коралловой нитью, я ее не буду обрывать. Ну, когда закрою серой нитью петли, тоже не буду обрывать. С помощью их я соединительными петлями сошью нашу штанишку. То есть не хочу лишний раз обрывать нити, попробую сделать так. Ну а пока давайте свяжем вторую штанину. Итак, я закончила вязать вторую штанишку. Вот нить я не обрезала, и здесь тоже нить не обрезана. Это я к чему все? Там, где вот эти вот серые несколько рядов, я хочу закрыть именно серой пряжей. Где коралловая, там коралловая, чтобы не было ниточек видно. То есть, если я закрою здесь коралловым, будет видно. Здесь серым, то тоже будет видно. Поэтому как бы решила попробовать так. Взяла крючок номер 3, вставляю в первую петлю. Соединительные столбики будем вязать в кромочные петли. Вывожу эту петлю сюда, подтягиваю. И теперь с помощью соединительных петель буду присоединять. Соединять, то есть наши штанишки. Сильно затягивать петли не нужно, чтобы полотно изделия не стянуло, чтобы они свободные здесь были. Так. Видите, у нас эта ниточка здесь, с этой стороны. Я ее перекину туда, думаю, ничего страшного не будет. И теперь я буду присоединять с помощью ее. Вот так просто сделаю, но не стяну. Серую нить отрежу. Вы, конечно, можете иголкой это закрыть.
как вам больше нравится. Ну вот я решила таким образом. И теперь по всей штанишке я вот так вот пройду соединительными петлями. Здесь я, конечно, присоединю опять нить серого цвета и чуть-чуть провяжу ей. Так. В общем, давайте закроем эти петли. Давайте соединим нашу штанишку вот так вот соединительными петлями. Ну что, соединила я наши штанишки. Вот так вот у меня получилось. Такой вот шовчик. Так это выглядит здесь. Сейчас я их выверну. Так, ну потом постирается, отгладится, все ляжет ровненько. В общем, вот так. Штанишки готовы. Давайте свяжем шнурок. Шнурок я буду вязать крючком номер 2,5 из 2 нитей. Итак, взяла я крючок, 2 нити, делаем петлю. Теперь будем поступать следующим образом. Я вот так беру обычно, то есть вот эта нить у меня лежит здесь, серая там. Крючком я сначала подхватываю нить кораллового цвета, а провязываю серой. И опять коралловую подхватываю на крючок ее, серой провязываю, подхватываю, провязываю, коралловую подхватываю, ложу ее на крючок, серой провязываю. И так приблизительно 100-120 воздушных петель вяжем. Делаем накид из коралловой, серой провязываем. Накид, серой провязываем. Я сейчас провяжу и скажу примерно, сколько я сделала воздушных петель. И вот такой шнурок у нас получается. Итак, я связала шнурок из 150 воздушных петель. Закрываю я его, заканчиваю просто, провязываю 2 нити в воздушную петлю. Все, отрезаю, сделаю узелочки, закреплю. Можно чем-то задекорировать шнурки. Ну и все. Осталось вдеть его в штанишки. Штанишки постирать обязательно, отгладить. И наш костюмчик готов. Спасибо, что вязали его вместе со мной. Всем до встречи. Хорошего настроения.